В 2021 году в журнале Science Advances вышла работа, в которой у мышей с врожденным отсутствием зубов после введения антитела сформировались зубы. Не отдельные клетки и не кусочек дентина в пробирке, целые зубы. А у хорька появился дополнительный резец. От эксперимента на животном до лечения человека обычно проходят годы. Здесь до первого введения человеку дошли всего за 3 года. В 2024 году TRG-035 ввели здоровым взрослым мужчинам. В том исследовании и не пытались доказать, что у них вырастут зубы. На первом этапе проверяли прежде всего безопасность одной дозы. Честно, эту новость можно пересказать так. Препарат до человека дошел, а человеческого зуба после него еще не показали. Но вопрос «мне ставить имплант или подождать» от этого не исчезает. Просто для взрослого после удаления зуба и для ребенка, у которого зубы не сформировались, ответы будут разными. Чтобы понять, почему детям эта программа может быть полезнее, чем взрослым, нужно вспомнить, откуда вообще берется зуб. Он не вырастает прямо из кости. Его история начинается намного раньше, когда одна ткань встречается с другой. Эпителий и мезонхима обмениваются сигналами, и на месте этой встречи постепенно появляется зубной зачаток. Одни клетки потом образуют эмаль, другие — дентин. Внутри формируется пульпа с сосудами и нервами, ниже растет корень, а между корнем и костью возникает периодонтальная связка. Благодаря ей зуб не просто сидит в челюсти, он чувствует нагрузку и слегка пружинит при жевании. На ранних этапах зачаток еще не похож на зуб и может быть не виден на обычном снимке. Но программа развития в нем уже идет. Ей управляет целая сеть сигналов. В японской работе особенно важны BMP и UINT. Белок ЮСАК-1 эти сигналы сдерживает, а антитело к ЮСАК-1 на время убирает это ограничение. Расчет такой. Если зачаток остановился, но еще сохранил способность развиваться, он может продолжить рост. То есть TRG-035 не приносит в челюсть готовый новый зуб и не создает клетки из ничего. Он пытается подтолкнуть биологический процесс, который уже должен быть заложен в ткани. Для ребенка с врожденно остановившимся зачатком это одна ситуация. Для взрослого, которому зуб давно удалили вместе с его тканями, другая. Отсюда и путаница в словах. В одной статье «вырастили зуб» означает тонкий слой нового дентина. В другой — живую пульпу внутри сохранившегося корня. В третьей — клетки собрались в ранний зубной зачаток. Бывает и биологический корень, на который ставят искусственную коронку. И только в самых сильных опытах речь идет о целом органе. Он прорезался, вошел в прикус, получил сосуды, нервы и связку с костью. Для науки важны все эти результаты. Для человека, у которого нет зуба, разница огромная. Пульпа не заменит отсутствующий корень. Органоидам нельзя жевать, а белое пятно на снимке еще не означает, что появился зуб, который прослужит десятилетия. Японская программа пытается продолжить развитие зачатка, который не дошел до готового зуба. Еще в 2008 году исследователи заметили, что у мышей без ЮСАК-1 появляются дополнительные зубы. Но удалить ген у лабораторной мыши можно до ее рождения, лечить так человека нельзя. Поэтому следующая задача была практической — не убирать ген, а ненадолго заблокировать сам белок антителом. В работе 2021 года такие антитела проверили на нескольких мышиных моделях врожденного отсутствия зубов. Формирование зубов удавалось восстановить. Затем препарат ввели хорьку. Это важно, потому что у хорька, как у человека, есть молочные и постоянные зубы. После нескольких введений у животного появился дополнительный резец, похожий на постоянный. Результат сильный, но переносить его в кабинет стоматолога рано. В опыте на хорьке использовали более высокую концентрацию, несколько введений и иммуносупрессию. Исследователи доказали, что на развитие зуба у животного можно повлиять антителом. Безопасную и работающую схему для человека этот опыт еще не дает. Заголовок про третий комплект зубов создает еще одну ложную картину, будто у каждого взрослого под десной лежат готовые запасные зубы и осталось найти кнопку включения. Такого запаса у каждого человека не показано. Иногда сохраняются рудиментарные структуры зубной пластинки, иногда формируются сверхкомплектные зубы. Исследователи надеются использовать этот остаточный потенциал и спасти зачаток, который остановился. Но обещание третьего ряда любому взрослому — это уже не результат их работы. На основе этой линии создали гуманизированное антитело TRG-035. В первой фазе 30 здоровых взрослых мужчин получили одну внутривенную дозу препарата или плацебо. Наблюдали за нежелательными явлениями, за тем, как препарат ведет себя в организме, и за иммунным ответом на само антитело. Рост нового зуба не был главной конечной точкой. Поэтому новость: препарат впервые испытали на людях, верна. Продолжение: после N его у людей выросли зубы, к ней пока приписали. Рецензируемой публикации с таким результатом нет.
Здоровые взрослые в этой истории нужны не потому, что им первым собираются заменять импланты. На них проверяют, можно ли безопасно переходить к тем, ради кого препарат разрабатывают в первую очередь, к детям с тяжелой врожденной олигодонтией, когда не формируется 6 или более постоянных зубов. Для такой семьи это уже не разговор о далеком будущем. Представьте снимок ребенка. Молочные зубы стоят, а под ними нет многих постоянных. Сколько прослужат молочные, никто точно не скажет. Имплант вместе с челюстью расти не будет. И если в тканях действительно сохранился зачаток, который можно подтолкнуть, время лечения может оказаться важнее возраста в паспорте. В 2025 году в Японии TRG-035 получил статус орфанного препарата для этой редкой группы. В мае 2026 компания сообщила, что привлеченные средства пойдут на начало второй фазы. Но на дату нашей проверки публичной регистрации второй фазы с окончательными критериями, дозами и открытым набором найти не удалось. Старые планы с точным числом детей и конкретной датой поэтому нельзя выдавать за действующий протокол. Даже отбор детей здесь сложнее, чем кажется. У ребенка 2, 3 или 4 лет будущий зачаток может еще не минерализоваться и потому не появиться на обычном рентгеновском снимке. В работе 2026 года исследователи предложили сочетать МРТ с КТ или рентгеном, чтобы увидеть зубную пластинку и самые ранние стадии зачатка. Экспериментальную часть сделали на хорьках. Зуб ребенку эта работа не вырастила, зато она решает необходимую задачу – как понять, у кого вообще есть ткань, способная ответить на лечение. Появление минерализации на снимке будет только началом. Нужен один зуб, не 3 и не 10. Нужен именно там, где его не было. Коронка должна получить правильную форму, корень – нужную длину, а сам зуб должен прорезаться в правильном направлении и встретиться с зубом другой челюсти. И я повторяю это намеренно – один зуб правильной формы в нужном месте. Та же биология, которая умеет создавать зуб, умеет создавать лишние зубы и одонтомы, образование из множества зубоподобных тканей. В опытах на мышах сильная активация УИНТ давала дополнительные зубы даже во взрослом возрасте, а грубая активация этого пути в определенных стволовых клетках приводила к одонтомам. Нажать на газ уже научились. Для лечения понадобится еще руль и тормоз. И все же у человека уже есть небольшая серия наблюдений, которая не позволяет назвать влияние на число зубов чистой фантазией. Она связана не с TRG-035, а с другой редкой болезнью – X-сцепленной гипогидротической эктодермальной дисплазией. Из-за дефекта белка IDA-ADN у мальчиков неправильно развиваются потовые железы, волосы и зубы. Самая опасная проблема в раннем возрасте даже не стоматологическая – ребенок почти не потеет и может перегреться. Исследователи создали замену отсутствующему белку FC-EDA. 9 мальчиков получили терапию, 3 вскоре после рождения, 6 еще до рождения через введение препарата в околоплодной воды. Разница между этими группами оказалась принципиальной. После рождения нормальное потоотделение не восстановилось. По-видимому, нужный этап развития уже прошел. Детей, которых лечили внутриутробно, потовые железы сформировались, способность потеть сохранялась годами, а постоянных зубов оказалось больше, чем у нелеченных родственников с той же болезнью. Это человеческий результат, но границы у Н его очень узкие. Не взрослый после удаления зуба. Необычная олигодонтия. Несколько детей с конкретной наследственной поломкой получили недостающий белок еще до рождения. Главной целью лечения было жизненно важное потоотделение, а сравнение проводили в основном с родственниками, у которых была та же болезнь. Для нашей темы эта маленькая серия все равно важна. Она показала, что молекулярным сигналом у человека действительно можно изменить развитие постоянного зубного ряда. И показала второе. Иногда важен не только препарат, но и момент, когда клетки еще способны на его ответить. Сейчас внутриутробную терапию продолжают изучать в исследовании Эделай-F. Приписывать ей результат TRG-035 нельзя. Другая болезнь, другая мишень, другой путь введения и совсем другое время лечения. Обе молекулярные программы зависят от того, что в организме еще сохранилась ткань с незавершенной программой развития. После удаления взрослого зуба на это рассчитывать намного труднее. Поэтому другие лаборатории, решая задачу с другого конца, пытаются собрать новый зубной зачаток из клеток, а затем пересадить его в челюсть. В 2009 году исследователи взяли эпителиальные и мезенхимальные клетки эмбрионального зубного зачатка мыши, собрали из них новый зачаток и пересадили в лунку взрослой мыши. Зуб прорезался и вошел в прикус. Внутри были сосуды и нервы, вокруг корня периодонтальная связка. Он реагировал на механическую нагрузку и на болевой стимул, а твердые ткани выдерживали жевание. Из всех опытов это один из самых убедительных ответов на вопрос, может ли биологический зуб в принципе заменить утраченный орган. Может у мыши, если взять эмбриональные мышиные клетки, которые уже умеют строить зуб. Именно последняя часть пока отделяет красивый эксперимент от лечения человека.
Через несколько лет эпителиальные клетки взяли уже из десны взрослого человека и соединили с эмбриональной зубной мезенхимой мыши. Под капсулой почки мыши появились структуры с коронками и корнями. Человеческие клетки в опыте действительно были, но организующую команду им по-прежнему давала эмбриональная мышиная мезенхима. Без нее тот же результат не получен. Значит, основная проблема сейчас не в том, чтобы найти вообще любые стволовые клетки. Нужен безопасный источник человеческих клеток, которые можно размножить и при этом не лишить способности организовать зуб. В организме клетка получает сигналы от соседей и помнит свою роль. В лабораторной чашке после нескольких делений эта способность может ослабнуть. Мышь доказывает принцип, но не решает задачу масштаба. Человеческий зуб крупнее, жевательная нагрузка выше, а прослужить он должен не несколько месяцев эксперимента, а десятилетия. Поэтому следующая важная ступень — работа на мини-свиньях. В исследовании 2016 года у взрослых мини-свиней брали стволовые клетки пульпы и эпителиальные клетки десны, распределяли их по многослойному каркасу и пересаживали в челюсть. У 7 из 8 животных сформировались зубоподобные органы с коронкой, корнем, пульпой, дентином, цементом и периодонтальными тканями. 7 из 8 звучит впечатляюще. Но у части животных корень срастался с костью там, где должна была работать периодонтальная связка. Это называется анкилозией. Форма зуба тоже зависела от места пересадки. Орган вырос, но управлять его формой и соединением с челюстью пока получалось не всегда. А это уже не мелочь. Зуб должен чувствовать нагрузку, двигаться вместе с костью, не резорбироваться и не ломаться. Один хороший снимок не скажет, как он поведет себя через 10 или 20 лет. В другой работе натуральный зачаток зуба свиньи использовали как каркас. Из-за него удаляли клетки, сохраняя внеклеточную матрицу, а затем заселяли заново, в том числе человеческими клетками пульпы и сосудов. В челюсти мини-свиньи формировались организованные дентин и эмаль-подобные ткани размером, сравнимым с зубом. Такой каркас помогает клеткам расположиться не случайно, но создает новые вопросы: где брать материал, как исключить инфекцию и иммунный ответ, как контролировать форму и как добиться полного созревания тканей. Все эти опыты упираются не только в выбор клеток. Клеткам еще нужно правильно общаться друг с другом. Весной 2025 года по миру разошлась новость, что в Лондоне научились выращивать человеческие зубы в лаборатории. В статье исследовалась более ранняя и более узкая задача. Команда Kiengese College London и Imperial College создала мягкую трехмерную среду гидрогель, в котором эпителиальные и мезенхимальные клетки могли обмениваться сигналами и самоорганизовываться в ранний зубной органоид. В мягком геле органоиды формировались, в более жестком — нет. Жесткость окружения оказалась частью инструкции для клеток. Но сами клетки были свежими эмбриональными клетками мыши на 14,5 день развития. Получился ранний органоид, а не человеческий зуб с коронкой и корнем, который можно пересадить пациенту. Ценность работы от этого не исчезает. Без подходящей среды клетки не соберут даже зачаток. Просто газетный заголовок перепрыгнул сразу через несколько нерешенных задач: от мышиных эмбриональных клеток к клеткам взрослого человека, от органоида к зубу, от лаборатории к безопасному лечению. Пока целая коронка нужной формы остается сложной задачей, есть промежуточная идея: вырастить живой корень с периодонтальной связкой, а сверху поставить обычную искусственную коронку. В опыте на свиньях такой корень создавали из мезенхимальных клеток на минеральном каркасе и окружали клеточным листом будущей периодонтальной связки. Через 6 месяцев сверху фиксировали фарфоровую коронку и давали ей жевательную нагрузку. Внутри находили дентиноподобные структуры, вокруг — функциональную связку. Полностью своим зубом это не назовешь, коронка остается искусственной, но от обычного титанового импланта такая конструкция тоже отличается. Живая связка может амортизировать нагрузку и поддерживать биологическую связь с костью. Пока это доклинический опыт на свиньях, а не вариант лечения, который можно выбрать сегодня. Полностью заменить отсутствующий зуб у взрослого пока не удалось. Зато внутри сохранившегося зуба регенеративная стоматология уже дошла до исследований на людях. Именно эти работы часто пересказывают так, будто пациенту вырастили новый зуб, хотя на месте все время оставались корень и коронка. В японском пилотном исследовании 5 пациентам с необратимым воспалением пульпы удалили пораженную ткань и пересадили собственные мобилизованные стволовые клетки пульпы вместе с фактором роста и коллагеном. Через несколько недель зубы отвечали на электрический тест. Через 24 недели ткань в канале по МРТ напоминала нормальную пульпу. У 3 из 5 появились признаки образования нового дентина. 5 пациентов слишком мало, чтобы объявлять метод стандартом лечения. Но это уже не мышь и не органоид. Живую ткань восстанавливали у человека внутри его собственного зуба. В рандомизированном исследовании 2018 года участвовали 40 молодых пациентов с некрозом пульпы после травмы незрелого постоянного зуба.
30 направили на пересадку собственных стволовых клеток из молочных зубов, 10 на обычную апексификацию. В итоговый анализ вошли 26 клеточных и 10 контрольных зубов. После клеточной терапии внутри существующего корня формировалась ткань с сосудами и чувствительными нервами. Корень продолжал расти, а его верхушка закрывалась. Это уже настоящая регенерация зубной ткани у людей. Но орган не создавали заново, спасали и достраивали то, что сохранилось. С препаратом тайдоглусип произошла похожая подмена масштаба. В опыте на мышином зубе ингибитор GSK3 помог собственным клеткам пульпы закрыть повреждения новым дентином. Для биологического лечения кариозного дефекта это интересное направление. Удаленный зуб в этом опыте не возвращался. У пульпы внутри зуба остаются клетки, которые можно попытаться направить на восстановление. С эмалью труднее. Клетки, создававшие ее до прорезывания, амелобласты, затем исчезают. Поэтому реминерализовать раннее повреждение и вырастить заново полноценную эмаль не одно и то же. В 2023 году исследователи составили подробную клеточную карту развития человеческого зуба и научились направлять индуцированные плюрипотентные клетки к состоянию, похожему на амелобласты. В органоидной системе появились минерализованные структуры. Другая группа получила человеческие амелобластные органоиды, которые минерализовались и взаимодействовали с мышиной зубной мезенхимой. Эти работы помогают изучать наследственные болезни эмали и приближают ее биологическое производство. Покрыть ими стертую коронку прямо во рту пока нельзя. Ближе к практике находятся самосыграющиеся пептиды, например, P11-4 для ранних белых кариозных пятен. Они создают матрицу, на которой осаждаются минералы, и в клинических исследованиях могли усиливать реминерализацию таких поражений. Это может быть полезным лечением раннего кариеса, но природную эмаль с ее исходной архитектурой оно не создает, и отсутствующий зуб не возвращает. Ближе всего к реальной клинике сегодня оказались не целые новые зубы, а сохранение существующего зуба и восстановление тканей внутри его корня. Здесь исследования регенерации пульпы и биоматериалов на людях уже есть. Если у ребенка из-за редкой наследственной болезни не формируются постоянные зубы, за молекулярной терапией действительно стоит следить. Внутриутробная IDA1-терапия уже дала человеческий сигнал при одной конкретной болезни, а TRG-035 прошел первую проверку безопасности и ждет исследования эффективности в своей целевой группе. Если взрослый потерял зуб после кариеса, травмы или пародонтита, целый биоинженерный зуб пока остается на уровне животных и лабораторных моделей. Назвать год, когда для такого пациента исчезнет необходимость в импланте, сейчас невозможно. Даже если биологический зуб войдет в практику, импланты не исчезнут за один день. У одного человека не окажется подходящего зачатка, у другого будет мало кости, третьему нельзя будет ждать, пока новый зуб сформируется и прорежется. Для кого-то уже проверенный имплант окажется безопаснее, быстрее и доступнее экспериментальной терапии. Родителям ребенка с тяжелой врожденной олигодонтией я бы советовал следить за TRG-035. Но следить не за очередной датой в новостях, а за регистрацией исследования, критериями набора и опубликованными результатами. И если начнется официальный набор и ребенок подойдет по критериям, участие нужно обсуждать с исследовательским центром и с врачами, которые ведут ребенка. При этом ждать результатов и оставлять ребенка без помощи не одно и то же. Молочные зубы нужно сохранять, место для постоянных удерживать, рост челюстей, контролировать, жевание и речь восстанавливать. Иногда для этого нужен временный протез. А при тяжелой адентии, когда ребенок не может нормально есть или протез не держится, импланты в отдельных случаях ставят и до завершения роста. Решение зависит не от одного возраста, а от конкретной ситуации. Взрослому после удаления зуба я бы не советовал откладывать показанное лечение только из-за TRG-035. На людях еще не доказано, что этот препарат вернет зуб, потерянный после кариеса, травмы или пародонтита. Пока человек ждет, может уменьшаться объем кости, смещаться соседние зубы и меняться прикус. Если имплант уже стоит и нормально служит, удалять его ради будущей терапии тем более нет оснований. Никаких данных, что это повысит шанс вырастить зуб, нет. А если собственный зуб еще можно сохранить, я бы вообще начинал не с выбора между имплантом и будущим препаратом. Сначала нужно понять, можно ли сохранить пульпу, восстановить разрушенные ткани, пролечить пародонт и оставить человеку его зуб. Самый надежный способ не искать замену органу, не удалить его, пока он еще поддается лечению. Вначале мы говорили о двух фактах. У животных после антитела появились целые зубы, а созданный на том же принципе препарат уже ввели людям. Между ними нет противоречия. Просто первый факт говорит о биологической возможности, а второй — пока только о начале клинической проверки. У человека уже восстанавливали пульпу внутри существующего его зуба. Есть узкий пример, когда терапия до рождения повлияла на число постоянных зубов при редкой наследственной болезни.
У животных получали целые зубы, биологические корни и зубоподобные органы. Но вернуть взрослому удаленный зуб целиком, с правильной коронкой, корнем, связкой, нервами и нормальным прикусом пока не удалось. Поэтому после следует его заголовка «Имплантом конец» я бы искал необещанную дату. Я бы искал зарегистрированный протокол, контрольную группу, снимки до и после, правильную форму и положение зуба, нормальную функцию и длительное наблюдение без лишних зубов, адонта-М и системных осложнений. Когда все это появится у людей, мы будем говорить уже не о надежде и не о красивом опыте, а о лечении. За исследованиями имеет смысл следить. А зубы, которые нужно лечить сего дня, лучше лечить сего дня.